Мам, ну что ты? Ну в самом деле, в кои-то веки собрались отдохнуть вдвоем. Чем ты опять недовольна? Да ничем. Устала твоя принцесса. Глядите-ка, отдых ей понадобился. Лучше бы... Что лучше бы, мам? Что? Разве Лерка плохая хозяйка или жена плохая? Работает, все по дому делает, за детьми ходит, за мной. Ой, мне-то до ее детей нет дела. Вот значит как. Да так, это ее дети, а у тебя свое дитё есть. Так, все, я поехал. Езжай, езжай, падай в ножки своей этой. Мать-то кто? Никто, мать-то. Тебя же эта твоя вырастила. Он уехал опять огорченный. «Привет». Жена выглянула из кухни, подставила щеку для поцелуя. «Чего хмурый? Устал?» «К матери заезжал». «А?» Лерка сразу сникла, ушла на кухню. Понимает, что мать опять старалась ее очернить. Но вот что с ней делать? А нажимать? Тем более одна растила. Отец был, но чисто номинально. Жил на 2 семьи, а когда Сережке было лет 10, вообще ушел. Алименты платил изредка, толком нигде не работал. Тянула мать одна Сергея. Лера все понимает. Никогда слова плохого про мать не сказала. 8 лет уже вместе живут, а мать все никак не смирится, никак не называет сноху, только та да эта. Татьяна, первая Сережкина жена, та быстро мать на место поставила, несмотря на то, что было ей тогда 20 лет. Да так, что мать без спроса не заходила. Это, конечно, тоже не вариант, но Танюха по этому поводу не парилась. Правда, и родной матери сказала приходить только по звонку. Стервозная она Танька, с усмешкой вспоминает Сергей бывшую жену, но честная. Нашла мужика получше, перспективнее. Честно об этом сказала. Правда, тому потом тоже честно сказала, что лучше партию нашла. И еще. 4-й раз замуж выходит. Молодец девка. Смеется своим мыслям Сергей. Обиды у него на нее нет. Брак был глупый, студенческий. Как говорят, залетный. Попробовали, не получилось. Ну и что теперь? Ребенка не бросают оба. 12 лет уже дочке, Кире. Лерка – это другое. Это любовь. Это дышать в унисон, вместе начинать говорить, думать об одном, позвонить, когда другой делает то же самое. Вот это Лерка. Только мать никак понять не может. У Леры 2 детей, Максим и Настя. Настена – Киркина ровесница. Девчонки ладят между собой, дружат. Максим старше, но тоже девчат не обижает. Хороший парень, спокойный, достойный. Есть его воспитание и его, Сережкина, заслуга. Ну так Лера говорит. И сами дети даже так сказали, когда поздравляли Сергея на дне рождения, при всех гостях. Сергей еле слезы сдержал. Мать тогда так скуксилась и прямо во всеуслышание брякнула, что лучше бы свою воспитывал. «Ба, ты что, считаешь, что я плохо воспитана?» – взвилась Кира. «Вот спасибо, бабуля родимая». Характером дочь была вся в Татьяну, никому спуска не даст. Сегодня Сергей заехал к матери, чтобы завести продукты. 2 раза в неделю приезжает, и так, если попросит. Ну и похвастался, что поедут на базу отдыха на 2 дня. Чего только не выслушал. И транжира Лерка, и безответственная барыня, принцесса, а потом вообще стукнула рукой по столу и как отрезала. «Кира едет с вами». «Это с чего?» – опешил Сергей. «А с того. Этих, значит, отдыхать повезешь. На кровно заработанные. Лучше бы ребенку помог. Не смей обижать девчонку. Я сказала, чтобы взял с собой. Или барыня твоя против?» Терпеливо все выслушав, Сергей сказал матери,
что никаких этих никуда он вести не собирается. И нет у них в семье этих или тех. Есть дети. Тем более на свои, кровно заработанные, как выразилась мать. Лера, между прочим, не меньше меня зарабатывает, да алименты на детей. Знаю я те алименты, кот наплакал. Да с чего ты это взяла-то, мам? А с того, то я не знаю, какие алименты твой папаша на тебя платил. Да при чем тут мой отец? У детей хорошо зарабатывающий отец. Он с ними не видится, живет далеко, вот и компенсирует. А что от такого хорошего-то ушла? Ну и жила бы с ним-то. Что на парней вешаться-то? Мам, на каких парней? У меня у самого прицеп. Вот как? Родное дитя прицепом назвал, а чужих взад целуешь. Целуй, целуй. Мать, хватит уже, ну надоело, ей-богу. Я с тобой радостью поделиться, что вот можем вдвоем с Лерой хоть пару дней да отдохнем. А ты? Вот ты так каждый раз. За что мать так ненавидит его жену, Сергей не знал. Да и она сама не могла объяснить, наверное. Вечером, когда Сергей был в душе, позвонила свекровь на Лерин телефон. Женщина, зная, что свекровь ей не звонит никогда, подумала, что она не может дозвониться до Сергея. Взяла в волнении трубку. «Алло, Зоя Петровна, Сережа в душе». «Чтобы ребенка с собой взяла, поняла? Умная нашлась. Своих-то, небось, повезет на отдых. А наша что? И не жалуйся мне, смотри. Подмяла парня, вздохнуть не может. Навязалась на нас». Ни здрасте вам, ни до свидания. Сергей вышел из ванны, будто что-то почувствовал. «Лер, что случилось?» «Ничего», — сквозь слезы улыбнулась женщина. «Мать опять». «Угу». Отдохнули ребята хорошо. Мало, конечно, но и то в радость. Мать, поджав губы, смотрела, как Сергей загружает продуктами холодильник. «Не стоило бы утруждаться, сынок, а то поди после курортов-то и денег нет, а тебе еще ораву кормить». Сергей молчком выложил продукты, развернулся и ушел. Через месяц у Леры был день рождения. Решили отметить в том же кафе, что и Сереже отмечали. Все понравилось, кухня, обслуживание. Пригласили мать. «А что за праздник?» «У Леры день рождения, мам». «И что? Велика барыня. Глядите-ка, день рождения у нее. Что, теперь деньги транжирить? Она их заработала?» «Мать, ты опять начинаешь. Ой, делай, что хочешь. Они тебе на шею сели, а ты дурак дураком. Тяни, тяни». Всех гостей предупредили, что вечеринка только для взрослых. Кира была очень удивлена, что пришли они с бабушкой, а Насти с Максом нет. Бабуля закатила истерику, что дитя не бросит. Кира позвонила матери, Татьяна примчалась тут же и поставила бывшую свекровь на место. «Вы что вытворяете? О старости-то совсем не думаете? Кто за вами ухаживать будет? Я, думаете? Или Кира? Нет уж, если вы сейчас невыносимая, то когда старой станете, то вообще будет, тушите свет. К тому времени и Лерина терпение лопнет. Что это еще за новости? Ишь ты, пляшите все вокруг нее. Как не стыдно взять и испортить настроение человеку в день рождения. Тьфу, эгоистка старая». Таня поздравила Леру, подарила букетик цветов, спросила, можно ли Киру к Насте с Максом закинуть, и унеслась, бросив грозный взгляд на притихшую бывшую свекровь. Немного посидев, та удалилась с обиженным лицом, попыталась забрать Киру от ребят, да та истерику закатила. Обиженная Зоя Петровна удалилась домой, проклиная всех и вся. Сергей решил поговорить с матерью. «Мам, ты чего добиваешься? Хочешь, чтобы я Лерку бросил? Чтобы пришел к тебе жить? Тебе надо перед подружками жаловаться, как все у тебя плохо, да? Что сын лоб здоровый, сидит возле тебя.
Тебе это надо? Что ты вечно недовольна? Ты зачем Леру обижаешь? Детей, чем они тебе не угодили? Правильно Татьяна сказала, всех разгонишь своей ненавистью. Мать не проронила ни слова, так и сидела, обиженно поджав губы. «Мам!» Стоя в дверях, обратился к ней Сергей. «Ты знаешь, что ты лучше бы в кино ходила, в театр, не знаю, в бассейн, в конце концов. Ты же любила раньше в бассейн ходить. Собаку себе заведи, что ли. Не успокоишься, так и знай. Продукты возить буду, лекарства там, сантехника вызвать или что, и все. Не хочешь по-человечески? Я тоже устал от твоей ненависти». И ушел, осторожно прикрыв за собой дверь. Зоя Петровна поплакала, жалуясь неизвестно кому на судьбу свою горькую, на отсутствие внимания со стороны сына единственного, на змею подколодную, эту Лерку. Не может она спокойно про нее думать. Змея, как есть змея, ненавистная, и гаденышей своих притащила. Девчонка, как назовет папу Сережу, так Зоя Петровна плохо становится. Нашла папу. Совсем от дома отбился, все с этой и ее детьми. Жалуется Зоя Петровна своей сестре Ирине Петровне. Что не скажу, как спичка вспыхивает. На ребенка совсем плюнул. Танька, как коза, из замужа в замуж. Тьфу, запуталась уже в ее кобелях. Кирочке звоню на телефон, а она: «Мне некогда, бабуля, мы Насте пошли планшет покупать». Вот так-то. Насте он пошел покупать, а свое дитё будет рядом стоять, слезами умываться. Пойду куплю ей этот планшет, да при них прям подарю. Пусть стыдно будет, раз душа не болит. Пусть им пенсионерка покупает, а он дитю не может единственному купить. «Зоя», — говорит Ирина Петровна, — «да что-то ты путаешь, видимо, какими слезами. Вчера приезжали все они, шашлыки жарили, дети играли. Лера с Сережей, мои ребята. На прошлых выходных мы к ним ездили. Катя с Мишей были, Леркины родители. Приятные люди, Зоя, никаких скандалов». «Куда приезжали? К тебе? Ты что, Ирка, привечаешь там эту змею с ее щенками? Да пропади ты пропадом. Кто приятные? Ах ты ж какая! Да что бы тебе, как в детстве, все наперекор делала, так и сейчас. Спасибо, удружилась сестрица. Тьфу на тебя!» «Зоя, Зоя, алло, алло!» Но Зоя Петровна ничего не слышала. Бросив трубку, повалилась она на кровать и стала плакать, голосить о своей нелегкой доле и предателях, сыне и сестре. До того доплакалась, что стало плохо с сердцем. Хорошо соседка услышала через стенку и позвонила Сереже, что с матерью плохо, видимо, кричит и дверь не открывает. Сережа приехал, вызвал скорую. Было много волнений, Сергей очень испугался за мать и остался у нее ночевать, предупредив, естественно, Леру. На второй день, утром, Сергей проснулся от запаха блинчиков. Лерка блинчики напекла. Спросонья, подумал мужчина. Открыв глаза, Сергей вспомнил, что ночевал у мамы. Выйдя на кухню, увидел он суетящуюся веселую маму, она пекла блинчики, будто и не было никакого вчера приступа, опухших глаз и синих губ. «Доброе утро, мам!» Доброе утро, сынок! Я вот блинчиков тебе напекла. Хоть поешь у мамы-то по-человечески». Сергей сначала хотел возразить, что Лера прекрасно готовит, но потом передумал. Наскоро позавтракав, Сергей убежал на работу. А Зоя Петровна летала, позвонила всем, кому можно, и как бы невзначай сообщила, что Сережа ночевал дома, и щебетала, чем ей кормить сыночка. Позвонила Кире. «Кирочка, пойдем с тобой, выберешь, какой тебе надо планшет». «Ба, а зачем он мне?» «Как это? Девчонки же купили Леркиной». «Ба», смеется Кира,
Это Насте графический купили. Ей надо, по учебе. Мне он 100 лет не нужен. Ну что ты, ба!» Вечером, после ужина, поиграв с Максом в шахматы, посмотрев, как Настя рисует, Сережа прилег на диван, чтобы поискать фильм, который они посмотрят с Лерой. Раздался звонок от матери. «Алло, да, мам». «Сережа, а ты где?» «В смысле где?» «Дома, мам». «В смысле у нее? Ты что, не приедешь домой, сынок?» «Мама, я дома». «Но я думала, что ты приедешь домой. Я приготовила твои любимые котлетки». «Мама, прекрати сейчас же. Я дома, ты что?» Хорошего настроения как не бывало. Да, плохая была идея переночевать у матери. Но он и правда испугался. Так и Лерка пошлет нафиг. Промелькнуло в голове. Сколько ей можно терпеть это издевательство? Будто услышав его мысли, Лера, волнуясь и заикаясь, предложила ему уехать жить к маме. Временно. Сергей даже закричал на Леру, чего никогда не позволял себе. Он просто был на нервах. Решил завтра же поговорить серьезно с матерью. После работы Сергей заехал к матери. Она лежала с полотенцем на голове. «Мама, нам нужно серьезно поговорить». «Я слушаю тебя». Мать проговорила это замогильным голосом. «Говори, ты уже меня ничем не удивишь». «Мама, выслушай меня, пожалуйста, внимательно и сделай вывод. Я не буду повторять по 2 раза». «Конечно, давай, ори на мать. Мать же плохая, мать же тебе зла желает». «Мама, Леру я люблю. Она моя жена, законная. Чего ты добиваешься, я не пойму. Не надо мной манипулировать. Не надо оскорблять мою супругу и ее детей. Живи для себя, займись чем-нибудь. Ну, правда. Ладно, ты была браком с Татьяной недовольна. Я понимаю, молодые, глупые. Но что тебе сделала Лера? Что? У меня ощущение, что ты просто завидуешь. Завидуешь Лере, завидуешь тому, что у нее есть то, чего не было у тебя. Семья, любимый и любящий муж. Скажи, мам, а кто тебе виноват, что ты жила призрачной надеждой на счастье, не выгнала отца, цеплялась за него, а потом жила всю жизнь своей обидой, упиваясь ей, проклиная отца и его женщину? Ты что, правда думаешь, что взрослый здоровый мужик на 4-м десятке лет добровольно бросит свою любимую женщину, разрушит семью и придет жить к матери? Мам, ты серьезно так думаешь? Ответь мне, почему ты молчишь? Мать отвернула голову, вскинув вверх подбородок. Если ты так думаешь, мама, то ты больна. Я не шучу. Пойдем в больницу. Это ненормально. Откуда столько ненависти в моей умной и доброй маме? Что произошло? А ты знаешь, что мне Лера сказала, чтобы я уходил? Мать соскочила. Как это? В смысле уходил? Куда уходил? А вот так, мама, устала она от твоей ненависти, от твоего вечного недовольства ей. Сказала, что не хочет быть виноватой в твоей смерти, мама. Она хочет, чтобы я ушел к тебе. Я не смогу без них. Я 8 лет прожил счастливо. Ты права, мама. Я не заслужил счастья. Зачем мне? Буду жить с тобой, начну пить, потом тебя не станет, я сопьюсь. Квартира достанется Кирке, если я к тому времени ее не пропью. Вот так, мама, готовься. Сергей усмехнулся. Вечером приеду с вещами, не жди от меня, что я, как в детстве, буду твоим маленьким сыночком. Ты добилась своего, мама, а теперь пожинай плоды. Что? Что? Сережа, не смей! Что это значит? А то и значит, мама. Жди. И Сергей вышел. Фух, высказал. Надо было давно. И мать понять можно. Он у нее один. Но так тоже нельзя. Алло, Лера? Да, Зоя Петровна.
Лера с волнением взяла трубку. Сергея нет, он... Я знаю, что его нет. Властно перебила свекровь. Что ты это выдумала? Куда гонишь мужа? Я? Что еще выдумала? Ну, переночевал у матери. Заметь, у больной матери. Что теперь, гнать мужа? И Лера выслушала целую отповедь о том, какая она все же нехорошая. Сергей застал жену без особого настроения. Он рассказал, как высказал все матери, и в конце разыграл сценку с его уходом от Леры. Лера повеселела, рассказав о звонке матери. Зоя Петровна не звонила. Сергей привозил продукты, молчком отдавал, удостоверившись, что мать жива и здорова, молчком уходил. Однажды мать, смущаясь, попросила Сергея задержаться. Она объяснила, что хочет купить ноутбук. Вон, все в интернете, подружки сидят. Но боится, чтобы не обманули. Сама-то она в этом ничего не понимает. Сергей сказал, что нужно с Максом идти выбирать. Мальчишка в этом понимает. Купили бабушке ноутбук. Максим все объяснил, расписал на бумажке, как включать, входить в браузер, записал логин и пароль от одноклассников. Сергею нужно было бежать. «Дядь Сереж, ты иди, я бабушке помогу», — сказал парень и замер, засмущался. «Конечно, конечно, беги, сынок, мы с Максимкой, а я потом его домой провожу». Вечером домой пришли Максим и Зоя Петровна. «Ба, да я что, маленький?» — отбивался парень. «Иди, молчи уже, я не отправлю тебя одного». Даже осталась, чай попила и все рассказывала, да расхваливала засмущавшегося Максима. Отношения стали налаживаться. Бабушка находила для Максима работу, а тот и бежал с удовольствием. А когда поступил в универ, так вообще заявил, что будет в учебное время жить у бабушки. Универ в 200 метрах находится. Зоя Петровна была очень рада, всем хвалилась, какой у нее внук. Это лучше, чем щенок. Иногда думала про себя Лера, но, слыша веселый голос Зои Петровны, одергивала себя. Мать нашла новый предмет обожания. Смеялся Сергей. И к Лере свекровь стала относиться с теплом. Не прошло и 10 лет. Скучно ей было, вздыхает Лера. Вот она и чудила. А теперь у нее есть опять смысл жизни. Они с Максом хорошо ладят, уже и девчонки к бабушке начали вместе ходить. И с Лерой чай пьет, да рассказывает, о чем вычитала в интернете. Но вот такая она, смеется Лера, надо ей кого-то обожать, любить, опекать. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.